Всем привет, дорогие друзья, с вами Милтен, и добро пожаловать на новенькую серию по новым горизонтам Грейхтеха. Как бы я не хотел сегодня заняться нанофоржем, нет, это отдельно будет серия, наверное, следующая. А сегодня нужно много что обговорить, много что показать, много что сделать по мелочи, но это займет у нас целую серию. Во-первых, было много... Нет, давайте об этом потом. Во-первых, мне стало мало места, и я решил расшириться. Такой туннельчик прям сквозь всю гору. Но сейчас увидите зачем. Фух, так, прогружайся. Слишком далеко эта часть базы, что она уже в прогрузку не влазит. Та-дам! Немного расширился, будет мало места. Еще я сравнял землю, точнее гору, могу и дальше также построиться. То есть продлил вот от этой стенки, вот она тут была, и сделал такой вот аккуратненький балкончик, чтобы можно было смотреть на эти все многоблоки, что будет снизу стоять. Сделал несколько телепортов вниз. Тут я все настроил именно так, чтобы вмещались у нас здесь многоблоки. 3 на 3 чанка, то есть 9 чанков. Тут может стоять многоблок. Здесь может стоять многоблок. Так. И еще вот здесь один. И вот здесь. Ну, либо не один. Не все занимает полностью все 9 чанков. Но большинство очень много места занимает. Поэтому место вагон. Можем этим заниматься. Но об этом уже, конечно, в будущих сериях. Не сегодня. Хотя очень хотелось, если честно. Кстати, насчет этих звуков, да, вот то, что в фузионке вот так вот играет. Я вспомнил, какой еще звук я хотел показать. То, что меня напрягал 2 серии подряд. Вот, слушайте. Вот откуда этот звук. При открывании этой сумки, ё-моё. Да. Блин, ну все, теперь тут все отгрузилось. Так, я хотел бы позаниматься, знаете, чем? Тем, что мне надоедает. Ну, точнее, это надоедает то, что слишком долго крафтится. А именно вот здесь у меня стояла система. Вот здесь я уже все сравнял. По созданию вот таких вот Reforged глаз тубов. Слишком долго создавались. И решил это дело поправить. А именно, напомню, создается легко, очень легко. Так, открывайся. А в Solidifier и во Fluid экстракторе нужно расплавлять стекло. Угу. Поэтому это какая так машинка работает. Что работает? Дистиллятор? Непонятно. Нет, это обычные звуки, ладно. Да, отвлекли опять нас. В общем, мной было принято решение продлить вот сюда, в гору, вот эти машинки. Потому что в них очень много всяких функций. Вот, и постараюсь сегодня какие-нибудь крафтусы еще помимо вот этих тубов, еще что-нибудь сюда перекинуть. Вот, а вот эта структура была у меня создана именно под данный крафт. То есть у меня что тут получается? Input bus на очень много слотов. То, что мне нужно. С 21 микросхемкой. Сюда мы воткнем с вами рецепт. Будет приходить стекло. Мы заходим сюда, смотрим. Fluid экстрактор. Второй тип. Так, 21 микросхемка, все верно. То есть мы с вами сразу переключаем. Fluid мод, вот он. Так, и нам потребуется еще Solidifier. Solidifier это у нас получается Type-C. Fluid Solidifier 20, 21, 22. Да, все верно сделал. И переключаем на MISC мод. Тут получается что? У нас Output Hatch сразу заливает сюда всю жидкость. Здесь у меня стоит Супербас, Output Бас на 80 слотов, и сразу будет все отправить в МЕ, чтобы не забилось. Решил именно так сделать. Input Bus.
разумеется, это все нам нужно тут все установить. Я, конечно, могу сюда, тут микросхемку указать, но раз уже сделал, пусть. То есть я ему говорю, чтобы он работал как Solidifier микросхемкой, и чтобы он жидкость ну, заливал в эту формочку, и получались тубы. Та-дам! Вот и все. Ага. Ну, тут тоже включено, потому что там у меня это стоит. Если, ну, проверка. Если тут есть жидкость, то он это перестает работать. Или наоборот, нету. Ну ладно. Так, тубы. И можем посмотреть. Миллион. Вот. Может быть, я когда-то накосячил и не то ставил на крафт? Стопе. А, забыл подключить. Угу. Итак, давайте смотреть. Сколько? Ну, давайте вот 5000 поставлю. Ну, 5000, я помню, раньше это сколько там? Сидишь и каждую секунду по одной штучке создается тик-тик-тик, и это очень долго, особенно когда какой-нибудь там крафт, знаете, на 1000 на 20, например. А здесь вот стекло, кстати, у меня есть, оказывается. Опа. Пожалуйста. Не успевает. Ну-ка, ну-ка. Что у нас здесь? У меня такое ощущение, что Output Blast не справляется. Странно. Ну, потихоньку, конечно, всем занимается. Ладно, пусть. Хотя нет, справляется отлично. Кстати, давайте я сделаю, да, пометочку для себя на будущее. Так. Так. Ну и сейчас постараемся еще чем-нибудь все это дело забить. Помимо этого, я еще, ну, несколько дней АФКшил, и чтобы просто простое не было, я тут сидел и занимался крафтом. То есть что-нибудь ставил на крафт. Например, биом. Уже скрафтил 1000 таких вот биопроцессоров. 1000, я умаю. Были, конечно, косяки, я их тоже поисправлял, все отлично. Потом, думаю, дай-ка я займусь, поставлю, знаете что? Как там? Пика, да? Нет, вот так вот, пика. Пика микросхемки. Я тыкал, а у меня рецепта нету. Думаю, в чем проблема? Ну да, надо там перестроить его. Открываю его рецепт, смотрю. Все. Новые SMD-шки. Тут требуется только они. При этом... Угу. Экзотик, космик. Ха-ха-ха. Даже так, я вот на это не смотрел. В общем, нам требуются новые мейнфреймы. Био, как они сказали, видимо, нам сейчас вот этим крафтом, слишком легко для вас крафтится. Так что иди-ка к био... как называется, я уже опять забыл. К экзотик? А, оптикал. Иди к оптикал мейнфреймам, и все будет готово. Это только что пика скрафтить. Или нет? А, тьфу ты. Ну да, пика это второй тир из 3. А у нас еще есть... А, нет, подождите-ка. Ты? Ты? И... Так, как они там называются? Третье. Их же было 3. Ну, я помню, что пика и еще какие-то. Квантум. Так. Так. Сейчас найду. А, вот они. Нано-циркуитки. А, блин. Ладно, возьму одну штучку. Так. А, даже так. А у тебя крафт. То есть они решили отказаться полностью от нано-циркуитов. Ха-ха, интересно. Ну, сейчас хотя бы в майнфреймы можем их превратить тоже, конечно.
приятно. Ну, блин, обидно. Оптика. Ну, все по стандарту. Не, прискорбненько. Да. Может быть... А, кстати, может тут напишем циркуит. Итого у нас что получается? Витвайр, Optical. Так, а куда смотреть? Куда смотреть? Где вы? Вот. Нано. Пика. Квантум. А, это чушь. Ну, поверху там ничего не добавили. Ну, ладно, они потихоньку, видимо, добавляют новые тиры микросхем и тем самым отказываются от этих пика, квантум и так далее. Ну, окей, я вас понял. Ах, блин, столько гемора. Кстати, убрал вот эти микросхемки. Все, пока потребуется, тогда обратно верну их. И еще, сходил на вторую базу, и все пыльки из доп. Сети МЕшной я по одной штучке взял на будущее, если потребуется какая-то пылька, чтобы я знал, что на второй базе у меня есть вот запас вот этих всех пылек. Чтобы лишний раз просто не морочиться, не бегать и все в этом духе. Как-то так. Ну и что еще будем сюда, кстати, вот сюда переносить? Я, кстати, у меня тут была проблемка, знаете, с чем? С флуид-экстрактором. Вот она проблемка. Надо отдельную. Отдельный экстрактор на это все дело. Поэтому что? Ой, как страшно. Input бас нам потребуется. И output бас. Так, я не знаю, как он много будет кушать, но сделаем так вот. Output бас. Блин. Пусть будет так вот. Интерфейс. Ну и... кабеля есть, отлично. 1 или 2? Кстати, для сравнения, чтобы просто на будущее знать, сколько, например, здесь получается. Так. 524К, а мы повысим до 2 миллионов. Блин, все равно долго будет. Надо восьмерку туда как минимум. Ну ладно, 3 на 2. Много блока поставлю. Так, еще я хотел взять себе... Нет, давайте бас. Я возьму МЕшный лучше здесь. Он подойдет более чем. Вот он, output бас. Чтобы сразу все мешку. Она крафтиться будет долго, так что ничего страшного. Кстати, в самую такую даль, мне кажется, его можно закинуть, чтобы не мешался. Так. Так. Жидкости вроде тут не нужны. Так, напомню. Fluid экстрактор это у нас... Миск мод. Ой, Fluid мод. На 21 микросхемке. Ой, тьфу ты, что я делаю? Ну да, я должен на эти два. Все ровно, все классно. Значит, тут нам потребуется... Во-первых, 21 микросхемка. Во-вторых, интерфейс. И это все дело соединить. Та-дам! По идее, все должно работать. Так, давайте, ребята, тот экстрактор сейчас мы освободим по-быстрому. Просто вот такие вот маленькие крафты. Вот эти все, точнее, одноблоки я переносил с первой базы. Мне было либо лень их куда-то вставлять и использовать. Либо не было много блоков. Или места свободного. В итоге, я думаю, сейчас вот так вот много блоки все перенести. И будет вообще все огонь. Ну, давай, удивляй. Так, подчинено. Мафлеры стоят. Еще раз. Или подождите-ка. На всякий случай проверю. Экстрактор. 22-й. Да? Да, 22-й.
О, 25 секунд. Во-первых, вместо там одной штучки, что делалось в одноблоке на 524К за минуту, он здесь берет стек и сразу за 25 секунд его перерабатывает на 2К. Круто. То есть по факту можно даже поменять потом рецепт, чтобы он их больше обрабатывал. А вот это неплохо. А вот это вообще прекрасно. Ну-ка у нас тут... О, кстати, вот этим тоже, это тоже нужно будет сделать. Так. Ладно. ТЦТЕ, или как это называется, вот эти пылечки, они нам хоть как пригодятся в больших масштабах в будущем. Так, что-то еще полезное. Кстати, да. Миксеры бы еще поставить. Было бы вообще огонь. Миксер для создания суперкуланта, чтобы быстрее создавался однозначно. Химическая ванна. Боксинаторы. Центрифуги там точно нету. Вот, кстати, один из вариантов, что мы можем делать. Ух ты! А вот это хорошо, я придумал. Ну, конечно, раньше надо было придумывать, а не сейчас, но все равно. Думаю, один из тех снизу много блоков будет идти у нас на. Где эти структуры? Вот, солидифайеры. То есть сделать систему по подаче жидкости от редстоун сигнала, чтобы на декрафте стояло, как у меня тут система стоит, 10 тысяч. 10 тысяч есть пластин? Не крафтится. Меньше крафтится. И вот эту всю систему, по идее, можно вниз перенести в 2 или в 4 там много блока, которые там соединены вместе и которые еще не пользуются. И все, и прекрасно. Плюс еще можем сделать систему... Ну да, вот эти все жидкости, все вот это перенесется, тут освободится место. И еще вот по созданию уже пластин добавочных. То есть, если что, на докрафте стоит там 10 тысяч. Но если для крафта мало 10 тысяч, и ему еще нужно 50, он будет заливать свою жидкость и делать пластины. То есть там тоже такую штуку организовать было бы неплохо. И, кстати, из-за того, что я в фласке тогда отключил все нафиг, вот здесь систему пришлось мне перелопатить. У меня тут стоял просто интерфейс, который заливал типа жидкость из фласок. Сейчас этой системы нету. Пришлось поставить свой декодер жидкостных пакетов, переделать, короче, рецепты. Теперь жидкость заливается и все как нужно. Пришлось и здесь повозиться. Еще помимо этого тоже еще были проблемки. Например, вот здесь, пока недалеко, лубрикант у меня закончился. Опять же, интерфейс красивенький сделали. И теперь вторая конфигурация должна стоять, чтобы, ну, в дистилляторе, чтобы создавался у меня лубрикант. Ну, блин. Хотел какой-то крафт поставить. Он говорит, у вас нету лубриканта мало. О, теперь 4000 нормально. Ну, 4 миллиона нормально. Это 4 миллиона для больших крафтов, этого мало. Тоже было бы расшириться неплохо. Так. Ту-ту-ту-ту-ту. Еще. Ладно, Solidify я перенесу. Самое главное. Скоро будем заниматься с вами химией. Снова химия. Ну, или, по крайней мере, я буду заниматься, вам покажу уже готовый результат. Я не знаю. Пишите свой комментарий. Свои комментарии там, например, записать там серию там из 6, 7, 8 серий по химии. Грубо говоря, по всей химии, что я буду делать на базе. То есть буду устанавливать блоки, там что-то подключать. Или все-таки сделать всю химию, а потом просто провести рум-тур. Но просто я боюсь, что если просто буду показывать, типа, что я тут натворил, вы какие-то моменты можете упустить, не понять и так далее. А так хотя бы, типа, наглядно будем сети собирать. Так вот. У меня же как-то тут закончилась нефть. Она перестала приходить. Я разобрался, конечно. И фиг его знает почему. Вот видите, вот это стоит у меня. Она нефть у меня качала. А если сейчас туда прийти, там будет чистый чанг. Не знаю, видимо, чанг поломался, восстановился, либо что еще. Но там просто тупо нету моих многоблоков. Сейчас покажу.
Стоп. Нет, они здесь есть. Лол. Ух ты. Интересно. А почему я как-то однажды приходил, их тут не было? Или я на другое озеро летал? Или что? И вообще сейчас все поломано, видимо, перелопатили это все дело. Ну да ладно, уверен, что здесь не так уж много той нефти осталось у нас. Так, где? Вот. Ну, в общем, я что думаю? Надо это все дело нафиг переносить. Во-первых, вот эти структуры, вот это такой ужас. Надо уже через МЕ. А то тут, как всегда, сейчас будет у меня все передаваться там через батарейки и так далее. Ужасно, некрасиво, не хочу, нет, фу. Я что предлагаю? Раз такая катавасия случилась, нефть перестала качаться, у меня закончился рефайнеры, газ и, если не ошибаюсь, то heavy fuel, то я предлагаю, во-первых, на какой-нибудь планете найти эм, много нефти, поставить туда, ну, одну-две качалки, наверное, все-таки одну, просто очень хорошую. При этом всем всю переработку химии сделать масштабно. Масштабно вообще колоссально. То есть я предлагаю что? Поставить дистилляторы, перегонять все, химреакторы, чтобы очищать вот так же все. Опять же дистилляторы для прогонки то сюда, ойл-крекеры, опять в дистилляторы. Причем дистиллятор поставить уже гигантский наконец-то, спустя там 2-3 года хотя бы его собрать. При этом там полная перегонка всех комплектующих. Потому что у меня очень много всего хранится лишнего. И вот эту систему тоже нарастить. Потому что вот это производство тоже порой хромает. Вон, видите, у меня силикон застопорился. Ой, как вы работаете громко. Это вы же? Ну тут больше ничего нету. А, это вот он. Это он. Дистиллятор пипец как воняет. У меня просто закончился метан. Я поэтому и сейчас к химии обращаюсь. Потому что метан неоткуда брать больше. Ну, я, конечно, сейчас там поставил на дистиллирование. Там закинул вроде бы light fuel, чтобы хотя бы он перегонялся. Но метан-то закончился. А метан это мой весь... Так как вам сказать-то? Весь мой пластик. То есть полиэтилен, силикон, полиэтилен. Ну, видите, все заканчивается. А это все дело в гигантских масштабах мне нужно. Не в миллионах, не в 2, как тут, а куда больше. Вау, текстуры поменяли. Красиво. Раньше-то просто круг был, сейчас-то какая красота. Вай. Я даже не видел просто этого. Ну, в итоге всю эту химию перенести и сделать уже более рационально. Если здесь у меня через такие много блоки, то в каких-то моментах использовать следующий тир, либо, опять же, вот эти многоблоки, но более-менее оптимизировать, например, как Sapien это сделал, чтобы не как у меня по цепочкам один крафт, по цепочкам второй крафт, а все, чтобы все создавалось, а потом нужное просто приходило. И причем это все сделать не на трубах, а на выделенной вот такой вот МЕ. То есть не связанной с сетью. Ну, блин, мне кажется, было бы неплохо. Еще хотел сказать, знаете, что я тут сейчас вспомнил? Бластуха. Поменяли они кое-что здесь. Я как-то поставил на крафт, он говорит, я жду там 5000 стали. Я думаю, ну и где она? Прихожу, смотрю рецепт. Вся пылька здесь в инпутбасе. Смотрю, incomplete структуры. В смысле? Что поменяли? И в итоге. Теперь у нас всего лишь один мафлер хэтч. Раньше у нас эта вся поверхность была из мафлер хэтча. Сейчас всего лишь один он стоит. Жесть. Меняю так вот, а у меня тут все стопорится из этого. Знаете, вот так вот ставишь какой-то один крафт. Он на одном затупил. Ты исправил. На втором затупил, исправил. На третьем затупил, исправил. И вот так вот все по цепочке, но, опять же, крафты решают все. Они показывают, где у тебя какие-то косяки. Такие вот дела. Сейчас буду заниматься солидифайерами. Тоже такая геморная штучка. Но вы понимаете всю систему. В итоге у меня будет стоять input hatch. В него будет приходить жидкость. Не один, не несколько, наверное. Хотя сколько у меня там? Ну, блин, надо что-то будет подумать. И, грубо говоря... Нет, наверное, все-таки четверной input hatch. Вот.
Отлично. Четверной input hatch. Снизу... А, блин, спустись. Снизу сделать похожую систему, когда мы fluid экстрактор закидываем там слитки на расплавление. Тут то же самое. То есть будут стоять мои тенки здесь с моей всей резиной. Рядом будет, например, находиться сундук. Да, сундук? Кстати, как вариант. Да, идеально. Какой-нибудь там... Ну, может быть, не сундук, может быть, какой-нибудь там буфер на количество какое-то n слотов. С него будет считываться сигнал. То есть, когда он не полный, дается сигнал трубе, она откачивает, и все в input hash делаются пластины, закидывается сюда. И, в сундуке. Полный сундук, все, сигнал не надо, жидкость больше не нужна. И тут еще помимо этого, это все дело соединить, туда-сюда. Ну, в общем, блин, мне кажется, было бы прикольно. Блин, круто, наверное, было бы. Постараюсь это реализовать. Я понимаю, что там слишком много неточностей, что нужно сделать, поправить, туда-сюда. Ну, блин, еще сейчас сутки на это убью. Но зато полезная вещица. И плюс еще, может быть, миксеры поставлю. А то тут миксер, здесь миксер. Здесь миксер. Вот миксер. Потихоньку это все дело надо переносить. Не, химическую ванну бы тоже поставить. Хотя, я помню, хим ванну пытался залить эпоксидку. В мультиблочную ванну залить эпоксидку, чтобы она работала. В итоге нифига не работала. Но это когда было? В старинных обновлениях. Возможно, сейчас работает, и многоблок тоже работал бы. И вот с этим тоже повозиться было бы неплохо. Там стекла. О, да. Освобождать, так сказать, место по максимуму. Компактно все делать. Вообще было бы улетно. Ладно. Блин, хотел уже прощаться, но вспомнил опять. Да, в прошлой серии мы все-таки с вами скрафтили Нантиес. Вот они, лежат, ожидают. Ну, давайте. Мы сейчас поставим вот так вот. Нет, правильно. Под конец серии. Что это все равно займет какое-то время. Луфтир. Ну-ка, Витвайр. Да. Так. Указываю теперь только, чтобы не заменялось ничем, а то это всегда плохо чем-то заканчивается. ХСС, надеюсь, что есть жидкие. Угу. Так. Хочу просто на карту поставить. И как ты изучаешься? А, точно, на антиэс. Одну штучку возьмем. Давай. Изучение пошло. Я, наверное, куда-нибудь тут его воткну. Опять же, временно. Пока на форже не будет. Да куда ты? А что он мне делает? Я забыл его поставить в интерфейс. Вот. Изучится, воткну. Я сейчас поставлю как раз его на крафт. К тому времени компоненты должны быть уже готовы. ХСС, 8 iriди. Серьезно? Я не могу поверить, что у меня 8 iriди в жидком виде нету. Нет, ну все возможно, конечно. Но мне казалось, что у меня всегда есть. Ладно, придется в жидкий вид обратить его. Бог с ним. А, у меня 8 стоит. Ладно, добавлю 2 слитка новеньких. Поставлю на крафт, и как раз к следующей серии у меня уже скрафтится контроллер. Так, а куда лететь? А, я туда летел. Крафты надо поставить. Ну, интересно же. А то, блин, все на полусловие, только сидим, болтаем, ничего не делаем. Скучненько. Ну, я отлично. Еще миксер надо... А, ну да, у меня место для миксеров есть, ладно, не парюсь. В общем, поговорили, обсудили, много на что посмотрели, много что рассказал. Надеюсь, понравилось. Вы оценили, поставили большой палец вверх, подписались на канал, если вы этого еще не сделали. Ну, а с вами был Милтон, и до скорой встречи. Всем пока.